Еще один пляжик. Очень далеко от Саппора, но тут классно. И, кстати, тут можно бесплатно останавливаться в палатках на ночь. Здесь можно на лодках кататься. Вот народ уже, видимо, со вчерашнего дня переночевали. Вон сушат лодки. Некоторые уезжают. Мы в прошлом году сюда приезжали на Обон. Это неделя поминовения усопших. И здесь было все занято. Вообще машину нельзя было поставить. А в этот раз вообще все классно. Бесплатный, заброшенный, но до сих пор функционирующий пляж расположен в прибрежной зеленой зоне рыболовного порта поселкового городишки Бикуни. Вон там видно этот остров Сердце. Такараджима, вон он. Сегодня народу мало, классно. Территория пляжа в основном песчаная, местами заросшая высоким сорняком, но это абсолютно не останавливает самых заядлых любителей отдыха дикой природы. Здесь такой пляж дикий и бесплатный абсолютно. Я не знаю, может быть, сами жители вот приходят, его чистят и все. Стоянка тут абсолютно бесплатная, туалеты все бесплатные, все бесплатное. Японцы любят приезжать в эти края, чтобы покататься на каяках, байдарках, на сап-досках, позаниматься дайвингом и просто насладиться особенным кобальто-кристальным цветом моря полуострова Щокотан. Поэтому в летние выходные и праздничные дни этот пляж всегда переполнен, а в будни немноголюден. Вот здесь вот народу поменьше и песок почище. Ну вот золу оставляют. Единственное, что оставляют. А так вроде как все чисто. Аккуратно асфальтированная автомобильная стоянка достаточно велика и может вместить около 50 авто. Но в летний сезон нужно заранее планировать время своего приезда, потому что все места, как правило, занимают ранние пташки. Житучка какая-то непонятная. Сейчас пойдем проверим туалет, прочекаем. Вон люди в палатках. Так. Мужской. Женский. Казалось бы, этот пляж ничей, нет ни хозяев, ни смотрителей, но туалеты, как ни странно, для этой бесплатной полузаброшки отличные, чисто вымытые, с хорошим смывом, напором воды в умывальниках и, само собой, с имеющимся отдельным туалетом для людей с ограничениями. Все чисто, кстати, все окей. Душевых кабин нет, но снаружи на задворках туалета расположены большие раковины для мытья овощей и посуды, а рядом имеются краны с пружинными шлангами для обмывки ног от песка. Правда, ими неудобно пользоваться, так как они чересчур экономят воду, и кран сразу выключается, если убрать с него руку. Поэтому, чтобы помыть ноги, нужно делать определенные усилия, постоянно держа одной рукой кран, а другой шланг, что очень неудобно. Но это, наверное, единственное неудобство этого пляжа. Сейчас туда на мостик сходим. Любителей рыбалки ожидает очень удобный пирс, который не только предназначен для ловли рыбы, но и по которому всегда приятно прогуляться и полюбоваться на кучкующихся чаек. Там не только чайки, там что-то прям все породы птиц.
И орлы, и ястребы, кого знает, коршуны, наверное, это коршуны. Ну, здесь вот тоже пастбище чаечное, тут прям отметины чаек поверх. Пирамиды, чаечные пирамиды. Здорово. Пандус. Ну, вот пандус, кстати, такой классный. Все ровненько. И очень плавный подъем. Так, здесь вот Бикуни Fishing Port. Тут можно отсюда ловить рыбу. Но написано, что типа будьте осторожны, что волны сильные могут быть. Вот в эту часть уже не зайдешь, потому что тут все вот так вот обложено волнорезами. Поэтому тут чаечная станция. Станция чаек. Нет, станция Чайка. Вот, точно.